Всем здорово, народ, всех приветствую. Значит, сегодня будем продолжать с вами играть за Blood ДКшника рейтинговый соло-кью 3 на 3 арены. И подборка будет максимально вариативная, будет как победы, так и поражения. Вот с точки зрения анализа плюсов и минусов Blood ДКшника сегодня прям невероятно такая сочная, красочная подборка. Всем приятного просмотра, смотрим видос. Значит, первая катка против нас Рестор Шаман, Прото Паладин и Армс Воин. Рестор Шаман — это не самый приятный хиллер для нас, как оппонент, потому что легко пробить его никак у нас не получится. И за один заезд, даже под истерией танцующим ручским оружием и под немотой, все равно пробить шамана в соло практически никогда не получится. Значит, мой тиммейт на Прото Паладине заметил, что нужна помощь моему ДЦшнику, нажал в него боб, молодец, он это отмониторил, соответственно, и из-за этого мой прист выжил нормально. Также мы выбили вражеский боб, который был потрачен на Рестор Шамана, и вот сейчас нужно немножко зачилиться и посмотреть, как будет дальше развиваться противостояние. И вот как только боб на вражеском Рестор Шамане заканчивается, я снова возвращаюсь на него и продолжаю его туннелить. Именно такой у меня план, в принципе, на игру, потому что я не анхоли ДК, у меня нету пэта, я не могу прыгнуть, застанить, я не могу гаргулии там время выиграть тем, что вражеский рестор будет мансить и очень активно хилиться. В общем, мне приходится туннелить именно лекаря, потому что иначе мои дотки будут диспелиться, дэмэджа будет мало, и в принципе на фрикасте оставлять Рестор Шамана нельзя. Подходит мой Прото Паладин, и мы вместе, когда сейвы у противников уже закончились, просто стираем вражеского рестора. Вот такая вот суета. То есть мы выбили боб, мы выбили из рестора его сейвы, когда я под немоту на него заехал, соответственно, и вот сейчас мой, соответственно, паладин еще. Он, кстати, неплохо так пробивал вражеского Прото Паладина, даже в соло. Но вот и когда он поймал момент, вернулся ко мне помочь на рестор Шамана, мы на него досели уже и просто дожали до конечной, по итогу получилось неплохо отыграть. И вот в такой фришной игре, когда тебе особо никто не мешает, дэмэдж у Блада реально солидный. Так он причем не за счет доток, он не массовый, а туннельный, чисто вот по одному противнику в основном. Но то была катка, соответственно, в хорошем сетапе. То есть у меня был Прото Паладин в тиммейтах, также приятно играть, допустим, с Армс Воином, с Фералычем неплохо, может даже с Разбойником условно, если ты на Бладе опять же играешь, а не в анхолике. В общем, в таких клипательных сетапах, которые могут бурстово, туннельно забуриться в противничка и очень быстро снести ему лицо, соответственно. А вот данная катка уже наоборот, в противоположная ситуация. Во-первых, против меня охотник, по которому хрен попадешь. Борис Бритва, короче, против меня играет на охотнике. У них та пассивка присутствует, что я когда вот просто с милишных тычек буду очень часто по нему мазать. Точнее, будет он уклоняться очень часто от моих атак. И при этом в моей команде еще баланс друид. Тоже довольно неприятный сетап, потому что, непонятно особо, как здесь разыгрывать именно вместе с Blood ДКшником. Неприятный тиммейт, неприятные противники, и, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Плюс ко всему, против меня играет Холли Паладин, то есть тот самый лекарь, у которого есть бабл, и даже если один раз у меня получится его пробить вместе с моим баланс-друидом, придется это сделать потом еще и повторно, а бабл ему задиспелить некому, потому что в моей тиме также Холли Паладин, которому, кстати, вражеский охотник 1x1 набил лицо и заставил меня прожать на него, соответственно, кровавую метку в моменте. Короче, супер хреново все по итогу получается. Даже непонятно, как дальше уже отыгрывать, потому что я все свои бурсты нажал, свой сейв для тиммейтов, который у меня припасен, я тоже уже нажал в виде кровавой метки, соответственно, и, надо как-то смотреть дальше, что будет происходить. Вы можете заметить, что постоянно в додж улетают мои тычки, которые я пытаюсь, опять же, по охотнику закидывать. Естественно, если я играю за Blood ДК, здесь все мои дотки диспелятся, поэтому на дистанции я тоже нормально дэмэдж наносить не могу. А из-за того, что противники понимают, окей, против нас играет Blood ДК, они на месте-то не стоят, естественно, они просто пытаются от меня бегать. Соответственно, замедлить я их не могу, на дистанции дэмэджа особо выдать не могу. А если уж я дохожу в упор до вражеского условного охотника, то там где-то 20% моих тычек улетают в миссы, прямо как сейчас, например, вот мисс додж, мисс нодж, мисс додж, это просто капец. Невозможно отыгрывать. Плюс ко всему, мой совух, соответственно, за его, звездопад мы с ним никого не убили. В общем, печальная котеечка. Опять же говорю, здесь и с сетапом не повезло, и с противниками, и с союзниками, и как-то вообще, в принципе, катка особо не пошла, потому что, в моменте я потратил сейвы, потратил бурсты, толку в этом особого не было, и я, уже в тильте, и уже не понимаю, кого бить, уже бью просто кого вот подвернется рука под кого. Такой я подумал, ладно, окей, если я в охотника не попадаю, давай я переключусь обратно на своего паладина и буду его пытаться туннелить, потому что все-таки это вражеский лекарь, можно и попробовать. Но сейчас пойдет звездопад, например, снова от вражеского баланс-друида, вот, кстати, тот самый бабл, а вот и тот самый звездопад, и все, мои тиммейты уже падают, а врагам как будто бы особо и пофиг, вот все. На этом катка и закончилась. Супер неприятно, супер тильтующая катка, но опять же, это рандом. Если мы говорим не про заранее заготовленные 3 на 3, а про солоки, нужно быть к этому готовым, если вы играете за Blood ДК.
Летим смотреть next котечку. Против меня Армс Воин, ДЦ Прист и Феррал Друидыч. Кстати, интересная катка с той точки зрения, что Армс Воин решил играть здесь конкретно в меня. То есть он видит ДК, он видит Блад ДК и все равно решил меня туннелить. Но посмотрите, сколько много дэмэджа из него вылетает. Это просто ошалеть. Когда у Вара, конечно, есть ШМ, дэмэджа там невероятно до хрена. Соответственно, он забайтил меня на то, чтобы я нажал Кровь Вампира, съел Вурдалака, нажал Захват Рун, соответственно. И все, что мне осталось, только кровавая метка, которую я тоже сейчас вынужден потратить. И вместо того, чтобы идти дальше, пробивать вражеского ДЦ Приста, ой, как бы сейчас пригодилась там моя немота, я вынужден был дефаться, но благо мой Вар добил вражеского ДЦшника, потому что его все-таки пробить легче, чем Блад ДК, как оказывается. Но на самом деле Холли Паладин, мой тиммейт, очень, я не знаю, много времени потратил, по итогу пришлось хилиться в соло. 22 тысячи на хила, практически как вражеский ДЦ Прист, я себе лицо поднимал, то есть за хил присутствует. Народ, смотрите, если вас интересует гайд на Блад ДКшника, я записывал отдельное видео на Бусти. Также вы там сможете найти подробные разборы 3x3 арен и также дуэльные разборы против различных классов. Также присутствует гайд с настройкой интерфейса и аддонов под PvP. Еще на Бусти есть личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. И в целом, если вы планируете поддержать мой канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то приглашаю на свой Бусти, переходите, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь. Летим! Next котеечку против меня Unholy ДК, ДЦ Прист и Охотник в стрельбе. У меня в тиме Армс Воин, поэтому я грипп у себя Приста нажимает, соответственно, Вар рывок в этого Приста, и мы должны сейчас просто в него буриться и, соответственно, убивать через все наши бурсты. Я начинаю его дотать, удар в сердце, чтобы замедлить, истерия, пойдет танцующее руническое оружие, отлично, немота, но моего воина гриппает ДК, как только он нажал быть шторм, поэтому я практически в соло сейчас дамажу вражеского ДЦ Приста, Вара замедляют, Вара контролят, мне еще эфир в лицо залетел, и не хватает дэмажа, чтобы пробить вражеского ДЦшника, 15% хп в моменте остается. Но вот потому что плоховато нажал Вар рывок. Ему нужно было ждать гриппа. Ну, вообще, надо было думать, как-то по-другому все это делать. А так он нажал Блэйдшторм, его ДК гриппнул. Но это на самом деле вражеская команда хорошо сыграла. В частности, вот Анхолик. Охотник тоже помог. Ну и по итогу как-то вот Вара моего тиммейта вообще не захилил. Сейчас посмотрим на конечную статистику. В общем, у Вара будет дэмэджа недостаточно, а у моего хила вообще, походу, захила не будет. Сейчас глянем. Ну вот да, захила как-то от Приста вообще нет. Я не понял, если честно, как они там поумирали, когда я даже кровавую метку в Охотника нажал, специально за колонной, пока был Прист, чтобы он не смог ее задиспелить. И даже это не спасло моих тиммейтов от смерти. Ну тут я хз. Полетели следующую котеечку. Сейчас будем на злости просто пытаться разыгрывать. Ну, потому что уже хочется реально упороться с Варом-то. Ну, с Варом хочется упороться и просто сломать лицо вражескому Присту. Где это видно, чтобы вражеский Прист выживал под натиском двух латников? Вот в такой вот, опять же, ситуации. Решил начать с, соответственно, смертельной чумы. Смерти разложения, и хороший эфир залетает от моего тиммейта по всем троим оппонентам. Я понимаю, что сейчас будет грязь, танцующее руническое оружие, истерия, немота по вражескому, сука, ДЦшнику, и вот такой дэмэдж вместе с моим воином залетает. Он еще одновременно с этим еще и баланс друида пробил. Но здесь хорошо сыграл мой Прист, когда увидел, что вражеский Прист ошибся, побежал, поэтому словил эфир, и потом уже я такой хоп, и все, победка. Следующая котеечка. Играем вместе с Охотником в стрельбе, Холли Паладином, соответственно, на лекаре. Против меня Холли Прист, Анхоли ДК и, соответственно, разбийник. Гриппаю к себе Приста, залетает стан от моего Паладина хорошо, и мы начинаем с моим Охотником бурститься, это приятно. Также я нажимаю сейчас разбойника кровавую метку, чтобы подсаппортить своим тиммейтам, и коплю силу рун. Не спешил с этими бурстами, не вызывал, соответственно, танцующее руническое оружие пока что, потому что, в принципе, силы рун-то и не было. Сейчас подхожу заново, начинаю дотать, танцующее руническое оружие, удушение, но оно не фуловое, потому что деминишинг из-за того, что Охотник накидывает немоту, 3% хп в моменте остается у Холли Паладина, у Холли Приста. Мы продолжаем его туннелить, Убиваем, но мой Холли Паладин умирает, не нажав бабл. Ну как это может быть? Ну в какой вселенной? Ну просто 100% вообще для моего чела выигранная катка, которая одной кнопкой буквально выигрывается. Он, по-моему, ни боб на себя не нажимал, бабл он, по-моему, не жмакнул. Я хз. Ну, то есть, вот Холли Паладин, Холли Прист, что его Паладина там называют? Потому что, ну, Холли Пристов ты встречаешь один раз на миллион. Ну, просто откис. Понятное дело, неприятно играть вместе с Охотником, потому что у вас немота не стакается. Вот. Но как у меня тиммейт мой на Паладине умирает, я без понятия, если честно. Ну, 20 тысяч до хила. Походу, переливер.
Не везет как-то особо с тиммейтами, да, в этой игровой сессии мне. Но ничего, летим и дальше. Против меня Армс Воин, Анхоли ДК и Холи Паладин. Супер неприятная комбинация. 3 латника. При этом до Паладина здесь будет очень тяжело добираться, потому что присутствует постоянное замедление от Анхолика и постоянные станы от Вара, ну, за счет его рывков, если он будет, соответственно, как много дэмэджа залетело от моего ферала по вражескому Армс Воину. Он прям на очке присел и, смотри, уже нажал свою глухую оборону, чтобы просто не откиснуть. При этом я в моменте, опять же, перешел в стойку льда, чтобы меня не пробили. Сейчас обратно прыгнул в Анхолика, танцующее руническое оружие, удушение, истерия. Выбиваем бабл с вражеского Холи Паладина. Отлично, нормально, найс. Можно вернуться на Вара и попробовать снова сломать ему лицо. Очень много дэмэджа от Ферала, и почему-то вражеские игроки пытаются фокусить меня. По крайней мере, в начале боя они именно это и решили сделать. Теперь они вроде как переключаются на моих тиммейтов, но уже как будто бы поздновато. Не понимаю, какие у них там вообще планы в башке. Пошел Блэдстоун от Вара, я, кстати, свапаю стойку на лед, а в это время вражеский Холи Паладин умирает от Ферала. Какой-то дикий кот просто. Просто дичайший кот. Он сначала Вара вообще в начале боя, видели, как быстро пробил? И потом Холика съел. Ну, у Холика, понятное дело, уже сейвов не осталось, но тем не менее, он просто за один стан его сгрыз. Руки вверх. Поднимаю. Итак, народ, погнали. Последняя каточка на сегодня. У меня, кстати, Гладиус летел, поэтому будем смотреть именно таким вот образом, без него. Против меня ДЦ Прист, Ретри, Паладин и Анхоли Дикей. Больно пробиваем вражеского приста, соответственно, танцующее руническое оружие, истерия, и неприятнейшим образом в резист я закидываю удушение. Это, наверное, критическая ошибка от меня. Стоило подождать, пока зубы закончатся, не спешить и просто после зубов накинуть удушение и уже до конца съесть, да, вражеского ДЦ приста. Он просто бы здесь вообще никак уже не выживал. Но, кстати, вражеский Паладин полностью забил болт на своего тиммейта, решил мне помогать, поэтому мы все равно съедаем приста. Но здесь плохо сыграла вражеская команда. Вражеские ДДшники плохо сыграли. Они вообще не помогли своему присту. Поэтому мы его, естественно, с моим Ретриком или кто? С Протиком. Или Прек Паладином. Просто съели. Ну, короче, да, тоже такая забавная вещичка, последняя на сегодня, которая у нас есть. Вот такая вот статистика у данного боя. Вот такой вот видос у нас на сегодня, народ. Пишите, что думаете про Блад ДКшника. Всем бустерам отдельная благодарность. Ну и на сегодня все. Всем удачи, всем прогрессив ПВП, всем пока.